Всем привет! Вы на канале Винтаж Гольдштейн. Я вам обещала видео про секонд-хенды, поэтому сегодня я вам покажу свои новые покупки из секонд-хендов. Прошлое видео на эту тему вам очень понравилось, что меня безумно радует, поэтому я решила дальше развивать тему секонд-хендов. И давайте скорее начнем. Поехали! Первая моя покупка — это шелковая блуза красивого серого цвета. У меня, скажу честно, никогда не было шелковых блуз. Я очень долго думала, брать ее или не брать, но во всяком случае, даже если я ее не буду носить в таком виде, в каком она вот есть в своем виде, то я в любой момент могу из нее что-то сшить, и будет еще контент. Это же супер! Абсолютно обыкновенная блуза. Я склоняюсь больше к тому, что все-таки буду ее перешивать. Мне нравится этот шелк, из которого она сшита, но сам фасон, он очень скучный, и в этом фасоне особо винтажного ничего нет. Если даже элементарно добавить какой-то бант на шею, да, который завязывается, уже будет блуза в стиле 70-х годов. Вот, поэтому я думаю, что в любом случае я что-то в этой блузе буду менять. Эта шелковая блуза стоила $1 12 центов. Еще одна шелковая блуза, которая мне очень понравилась. Я сразу знала, что я ее куплю именно с целью перешить, потому что мне безумно понравилась ткань. Это вот такая зеленая шелковая блуза, плюс это не совсем шелк, тут на самом деле шелковые полосы сменяются вроде бы как шифоновыми, и при этом это все сжатая ткань. Короче, мне очень понравилась эта ткань, и я сразу увидела, что я хочу из нее сшить, а точнее перешить эту блузу в немного другую блузу. Я надеюсь, что у меня дойдут руки до этого дела, и вы это увидите. Эта блуза стоила 19 центов. Дальше я нашла очень милую летнюю блузу от Dorothy Perkins. Я так скажу, я не очень люблю такие принты. Вот такая полоска, вот как здесь, мне не очень нравится, но меня покорил ее фасон. Это большая куча рюшиков. Правда, она на меня немного великовата оказалась, но ничего, я могу ее ушить, так что ничего страшного. Эту блузу я купила за сильно много цифр, я не могу все запомнить. $3 54 цента. Дальше, это просто потрясающая кофточка от Манго. Мне безумно она понравилась и своим фасоном, и своим цветом. Это просто
Супер цвет, это очень приятный желтый оттенок. Я не любитель желтого цвета, но вот этот оттенок меня просто покорил. Он такой теплый и уютный. Не знаю, как это объяснить, но мне он очень понравился. Фасон, я думаю, это просто без комментариев. На спинке тоже очень красивая сборка по V-образной форме. Мне очень нравится. Плюс это кружево, это что-то неимоверное. Мне безумно понравилась эта кофточка. И она тоже стоила $3.54. Дальше. Хлопковая рубашка красивого болотного оттенка. Это просто... Это природные цвета. Это самые привлекательные, самые лучшие, самые красивые цвета. И это болотная рубашка от Cotton. Она на меня тоже великовата, но этот фасон, в принципе, мне нравится, как она на мне сидит, немножко свободно. Да, это далеко не рубашка в винтажном стиле, но, честно, меня так покорили ее рукава, просто это сама задумка, даже если, мало ли, вдруг я не буду ее носить, я уверена, что я не зря ее взяла, потому что разобраться в том, как сшиты эти рукава, это очень интересно. Ну и я ее купила чисто ради этих рукавов. Я думаю, что я ее все-таки буду носить. Нужно будет сшить для нее какую-то бежевую льняную юбку, и будет очень красиво выглядеть. Она стоила тоже $3.54. Дальше я нашла две кружевные потрясающие кофточки. Это кружевной гольф от H&M. И что мне больше всего нравится, что этот гольф сделан из хлопкового кружева. Это просто, это невероятно. Я в восторге от этого гольфа, и его цена $1.12. И еще одна кофточка из кружева, тоже белая, я обожаю белое кружево, и тоже от H&M. Я просто в восторге от этих рукавов, это просто что-то невероятное, но, к сожалению, эта кофточка выполнена из синтетического кружева, но я не могла уйти из секонд-хенда без нее, потому что она просто восхитительная, и она абсолютно новая, просто новая. Мне нравится сам дизайн этой кофточки, очень напоминает эдвардианский стиль, очень. Вот эти квадратные элементы,
эти квадратные элементы, вертикальные линии очень напоминают эдвардианский стиль, что меня очень радует. И эта кофточка стоила $4. Также у меня была еще одна покупка, которая просто удивила меня. Вот она именно удивила меня, потому что я раньше никогда не встречала в наших секонд-хендах такую одежду. И я просто... я очень счастлива, потому что мне попался настоящий австрийский дирндель. И это просто... Я в шоке, но... Это меня очень радует, и я счастлива. Я не думаю, что я его буду носить в повседневной жизни, но сам факт того, что у меня теперь есть дирндель, меня очень радует. Цена этого австрийского сарафана также $3.54. Кстати, я вам забыла кое-что сказать. Вот эта зеленая шелковая блуза продавалась с настоящей биркой от этой блузы, и... я была в шоке, потому что эта блуза, ее оригинальная цена 16 евро. 16 евро, а я ее купила за 19 центов. 16 евро, 19 центов. Ну, в общем, просто как факт, очень интересный факт, решила вам рассказать. Еще одна моя покупка, которая тоже обошлась мне в 19 центов, это вот такое винтажное пальто, это настоящее винтажное пальто, это не стилизация под винтаж. И я на самом деле влюбилась в это пальто. Обидно, что оно на меня великовато, но это пальто пошито в стиле 20-х годов 20 века, и у меня на него есть планы. Я хочу его немножко перешить. Главное не облажаться, потому что, во-первых, потому что оно на меня большое, и в таком виде, в котором оно есть, я его все равно не смогу носить. Во-вторых, тут есть проблемы с подкладкой, она не в лучшем своем состоянии, и подкладку я бы перешила. Пуговицы я бы заменила пуговицы. Хочу какие-то металлические пуговицы, не знаю... что-то такое. Плюс у меня есть идеи по поводу этой меховой планки. И, в общем, не хочу сейчас вам все рассказывать, но идеи по поводу этого пальто у меня есть. Они потихонечку зреют, и я обязательно с вами поделюсь позже. По идее, я сейчас должна была бы уже с вами прощаться, но я подготовила для вас небольшой бонус. Плюс, если вы новый зритель и вы перешли на это видео по рекомендациям, я хочу, чтобы вы узнали о том, что я иногда шью. Бонус заключается в том, что сейчас я хочу вам показать очень быстро, показать процесс перешивания рубашки из секонд-хенда в винтажную блузу. Изначально задумывалась совсем другая блуза, но я не учла, что у этой рубашки короткие рукава, а когда одежда перешивается, большая часть ткани берется именно из рукавов. И в этом плане я очень облажалась, поэтому мне в процессе пришлось полностью поменять концепцию на несколько десятилетий. И, в общем, в итоге я шью сейчас и буду показывать вам процесс пошива блузки в стиле 70-х годов. Плюс ко всему, я хочу отметить, что сама ткань этой рубашки и цвет этой рубашки, я не знаю, как точно назвать этот оттенок, это точно олива. Она мне, честно говоря, напоминает какую-то, знаете, есть цвет пыльной розы, а это пыльная олива.
Я не знаю, как по-другому назвать этот оттенок, но он мне очень нравится, и, насколько мне известно, он был очень популярен в 70-е годы. Ну, я не могу утверждать его популярность, но он достаточно часто встречался на подиумах. Давайте начнем перешивать рубашку в винтажную блузу. Вот так сейчас выглядит рубашка без воротника. Я оставила только стойку. Стойка достаточно плотная, и мне очень даже нравится вот это пространство. И плюс я себя свободно чувствую. Вот так это выглядит все без рукавов. Это все я буду вот аж настолько укорачивать. Буду делать по своей линии плеча. Ну и, естественно, бока. Буду убирать бока, и пройма естественным путем уменьшится. Сейчас будем думать. Я уже наметила выточки и ширину передних деталей. Вот так это все выглядит. Можно потихоньку переходить к машинке. Уменьшаю пройму, распарываю рукава и делаю строчку без закрепок для будущей сборки рукавов. Итак, значит, я кое-что придумала. Я хочу, чтобы по спинке, по боковым швам располагались петельки, и была такая красивая шнуровка по спине. Для этих петелек мне, естественно, нужна такая же ткань, и для шнурка тоже. Надеюсь, мне на все этой ткани от этой рубашки хватит. И мне пришлось отрезать немного длины. Пока что я отрезала длину только по спинке. Вот какой кусок ткани я получила. И сейчас сделаю шнурочек. Вот такой шнурочек я сделала. Он уже проглажен. И я хочу, чтобы петельки складывались наподобие вот такого. Вот. Нарезала длинные ленты из основной ткани, сложила их в 2 раза и сколола булавками. Давайте прошивать будущий шнурок. Сделала сборку на рукавах, осталось их вточать.
такая блуза у меня получилась. Я надеюсь, вам понравился такой бонус. И скажу честно, все равно получилось не то, что я хотела, потому что я еще хотела добавить на воротник. Как вы видели, я оставила только воротник-стойку. Я хотела добавить на него из основной ткани длинную ленту пристрочить, чтобы завязывать здесь бант на шее. Я думаю, что я буду носить эту блузу. Мне очень понравились завязки на спинке, и в принципе я довольна. Впереди еще много интересного, у меня очень много идей, и я надеюсь, что я буду успевать все это для вас снимать. Но я очень буду стараться, и я очень благодарна, что наша с вами семья растет, и это в первую очередь ваша заслуга. Это значит, что вы делитесь моими видео со своими друзьями, и мне очень приятно это осознавать. Давайте не будем останавливаться. Я опять же буду очень вам благодарна, если вы поделитесь этим видео на своих страничках и расскажете об этом канале своим друзьям и близким. Также не стесняйтесь писать комментарии, я буду очень благодарна за какие-то советы и конструктивную критику. Ну а на сегодня это все, и я очень благодарна вам за просмотр этого видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и жмите на колокольчик, чтобы YouTube сообщил вам, когда выйдет новое винтажное видео. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в моем следующем видео. Всем спасибо, всех люблю и до свидания.